Представьте себе место, где природа восстала из руин, куда человек не осмеливается ступить, но где жизнь снова набирает силу. В сердце Чернобыльской зоны отчуждения разворачивается невероятная история, полная загадок и чудес. Здесь, среди оставленных навсегда поселков и лесов, царствуют дикие животные, возвращая миру забытые секреты выживания и процветания. После Чернобыльской катастрофы в 1986 году территория вокруг АЭС превратилась в страну-призрак, лишенную жизни, обитателей и будущего. Однако прошло только 3 с лишним десятилетия, как природа удивила нас своей удивительной силой к восстановлению и адаптации. Готовы ли вы окунуться в эту тайну природы, способную поразить воображение? Чернобыльская катастрофа оставила за собой не только разрушенные города, но и уникальную экосистему. Радиоактивный выброс воздействовал на флору и фауну. В первые годы после аварии число животных в зоне значительно уменьшилось, но с течением времени природа начала восстанавливаться. Радиация влияет на генетический материал животных, что приводит к мутациям. Чаще всего эти изменения проявляются в виде физической деформации, а в некоторых случаях даже в изменении поведения. Прогнозировалось, что генетическая нестабильность у популяций животных, обитающих на загрязненной территории, сохранится на протяжении многих поколений. Однако они, наоборот, научились адаптироваться к таким условиям. Несмотря на это, стоит обратить внимание на историю киевского генетика Вячеслава Коновалова. Он собрал коллекцию чернобыльских животных-мутантов. Часть экспонатов хранится в Институте генетики в селе Чубинское Киевской области. Но большая часть коллекции, к сожалению, физически уже не существует. Вячеслав говорил, что в 1986 году почти в каждом селе ежедневно рождались мутанты. Он видел поросенка с 2 головами, гуся с 4 лапами, корову с 4 рогами, жеребенка с 8 ногами, двуглавого теленок. Люди сжигали рожденных чудовищ, но Коновалов постарался наладить связи с сельскими ветеринарами, чтобы иметь возможность узнать о подобных прецедентах и сохранить мумифицированных животных в качестве улик. Ученый закапывал животных в лесу в стеклянных емкостях, наполненных формалином, и помечал место захоронения, чтобы потом их найти. Сомы – рыбы, которые известны своей силой и размером. Они могут достигать внушительных размеров, а некоторые особи в Чернобыле просто шокируют своими размерами. Средний размер сома в таких водоемах может быть около 7 футов, 2 метров. Но встречаются экземпляры длиной до 10 футов, 3 метров, и весом больше 220 фунтов, 100 килограммов. Основная река, где можно встретить гигантских сомов, это Припять. Она является важной частью экосистемы Чернобыльской зоны. И именно здесь сосредоточены самые крупные особи. Но, конечно, про таких гигантов ходит немало мифов. Некоторые говорят, что эти рыбы могут тянуть за собой целые лодки, а другие, что в реках Чернобыльской зоны скрываются настоящие монстры, которые охотятся на людей. Но давайте будем честны, такие истории – это больше вымысел. Однако один из гидов, который проводил экскурсию в пруду охладителя Чернобыльской АЭС, сказал туристам, что утащить ребенка в воду сом может, а также, что сомы нападают на птиц, которые садятся на берег. Редкая летучая мышь широкоушка активно заселяет Чернобыль. Сейчас в зоне живет 14 видов редких и не очень редких рукокрылых. Летучая мышь широкоушка – это маленький вид летучих мышей, известный своими крупными ушами, которые в 2 раза длиннее, чем у большинства других представителей своего рода. Эти уши играют ключевую роль в эхолокации, помогая животному ориентироваться в темноте и ловить насекомых, таких как ночные бабочки. Масса тела составляет до 0,03 фунта, 15 грамм. Длина тела до 19 футов, 58 миллиметров. Длина хвоста до 0,17 футов, 52 миллиметров. Размах крыльев до 1 фута, 31 сантиметра. Широкоушка предпочитает лесистые районы с густыми кустарниками, где легко найти укрытие и пищу. Этот вид редко встречается, и его популяция уменьшается из-за утраты среды обитания и изменения климата. Широкоушки часто строят свои гнезда в дуплах старых деревьев или в разрушенных зданиях. В Чернобыле, несмотря на высокую степень радиоактивного загрязнения, широкоушки продолжают существовать, что стало интересным объектом для ученых. Прекращение человеческой деятельности в зоне отчуждения
позволило природе восстановиться, и летучие мыши нашли здесь новые источники пищи и укрытия. Несмотря на угрозу радиации, популяции широкоушек в Чернобыле остаются стабильными, что указывает на их способность адаптироваться к экстремальным условиям. Это животное действительно мутировало в Чернобыле. Черная лиса – это результат генетической мутации, вызванной воздействием радиации. Хотя эти мутации могут приводить к различным отклонениям в внешности животных, такие изменения не всегда являются катастрофическими для их выживания. Напротив, черная шерсть может даже помочь лисам лучше адаптироваться к ночному образу жизни и скрытности, что помогает им быть менее заметными для хищников и потенциальной добычи. Исследования показывают, что черная шерсть – это не единственное изменение, которое произошло у лис в Чернобыле. Некоторые особи имеют и другие генетические изменения, такие как аномалии в развитии органов или поведенческие особенности. Но все эти изменения не мешают лисам выживать и адаптироваться к новым условиям. Интересно, что Чернобыль стал своеобразным природным заповедником, где отсутствие человеческой деятельности дало природе шанс на восстановление. Черные лисы, как и другие животные, нашли здесь убежище и ресурсы для выживания. Эти животные стали объектами научных исследований, так как они демонстрируют, как виды могут изменяться под воздействием радиации и адаптироваться к экстремальным условиям. Поэтому многие ученые считают, что изменившийся привычный рыжий окрас на черный, в том числе и результат естественного процесса адаптации к изменившейся флоре и фауне Чернобыля. В 2005 году весь мир облетело странное видео, на котором можно было увидеть лося, перебегающего через железную дорогу. Ничего удивительного, скажете вы? А лось был без головы. Видео снял оператор телеканала «Звезда». Он собирался сделать панорамный снимок природы, но в этот момент пробежал лось, который напугал не только мужчину, но и весь мир. Позднее о безголовом лосе даже появилась легенда. Якобы это животное является стражем животных в Чернобыле, своеобразным чернобыльским духом. Иногда его видят и пытаются догнать, только он всегда ускользает. Однако скептики считают, что это просто миф, который подкрепляется мистической репутацией Чернобыля. Но в любом случае, видео выглядит очень реалистично. А вы что думаете? В 2016 году группа иностранных исследователей обнаружила в зоне отчуждения несколько восточных квакш, которые имели не ярко-зеленый цвет, а необычный черный окрас. Ученые предполагают, что лягушки поменяли цвет, чтобы лучше адаптироваться к радиации. Меланин, окрасивший лягушек в темный цвет, способен снижать негативное воздействие радиации, поскольку он поглощает и рассеивает подобное излучение. На протяжении 2 лет, с 2017 по 2019 год, ученые проводили исследования на более 200 таких особях. Изучив их, ученые пришли к выводу, что квакши, вероятно, прошли через быстрый процесс эволюции, спровоцированный радиацией. Другими словами, лягушки с темным оттенком кожи оказались лучше приспособлены к радиации, нежели их зеленые собратья. Поэтому теперь обыкновенных зеленых лягушек в Чернобыле практически нет. Дикие олени, как и многие другие животные, населили Чернобыльскую зону после того, как люди покинули эти земли. Эти грациозные животные, когда-то бывшие частью экосистемы, вернулись в разрушенные леса, а также в менее загрязненные районы. Но что же произошло с ними, когда радиация начала оказывать влияние на все вокруг? Одним из самых заметных последствий воздействия радиации на оленей является изменение их рогов. У нормальных оленей рога имеют определенную форму и размер, однако у животных, живущих в Чернобыле, часто встречаются аномальные и деформированные рога. Кроме того, олени, как и многие другие животные Чернобыля, могут страдать от заболеваний, вызванных радиацией. Например, у них наблюдаются ослабления иммунной системы, что делает их более уязвимыми к инфекциям. Некоторые животные также страдают от различных уродств, таких как деформация конечностей и отклонения в развитии органов. Интересно, что, несмотря на радиационные последствия, олени в Чернобыле смогли адаптироваться к новым условиям. Исследования показывают, что они развивают новые стратегии поведения, чтобы выжить в этой опасной среде. Например, они стали более осторожными и скрытными, избегая мест с высоким уровнем радиации. Ученые говорят, что, несмотря на адаптацию животных,
долгосрочные последствия радиации могут еще не быть полностью поняты. Некоторые изменения, которые происходят с популяцией оленей, например, сокращение их продолжительности жизни или изменение уровня репродуктивной способности, могут стать видимыми только через десятилетия. Одним из первых наблюдений ученых стали аномалии в здоровье волков. Например, у некоторых из них были зафиксированы деформации органов, ослабление иммунной системы и проблемы с репродукцией. Но самое интересное – это генетические изменения, которые могут передаваться потомству. Аномалии проявляются в различных патологиях, таких как болезни кожи и даже снижение продолжительности жизни. Однако для большинства этих животных радиация не является фатальной, она лишь влияет на их организм, создавая долгосрочные последствия. Волки Чернобыля также изменили свое поведение, адаптируясь к новым условиям. Без людей на этих территориях волки стали более уверенными в себе. Они начали смело исследовать новые участки, формировать более крупные стаи и развивать новые стратегии охоты. Но радиация заставляет их избегать наиболее загрязненных территорий, так же, как и оленей. Вместо того, чтобы обитать в центре зоны отчуждения, они предпочитают держаться на периферии, где уровень радиации ниже, что увеличивает их шансы на выживание. Влияние радиации на медведей во многом похоже на состояние оленей и волков, например, ослабленный иммунитет. Также у некоторых были обнаружены аномалии в клетках крови и органах. Как и волки и медведи, тоже стали чувствовать себя увереннее, так как вокруг нет людей. Они исследуют новые территории, часто выходят на открытые пространства и активно ищут пищу. Интересно, что медведи начинают заселять места, которые раньше были заняты людьми, такие как заброшенные деревни или даже разрушенные здания. Это явление ставит вопросы о том, насколько сильно радиация изменяет привычки этих животных. Несмотря на все опасности, популяция медведей в Чернобыле продолжает расти. Ученые отмечают, что в последние десятилетия численность медведей здесь увеличилась. Это связано с тем, что в зоне отчуждения, где нет людей, животным становится проще найти себе пищу и занять свою территорию. Кроме того, в отсутствие конкуренции с человеком и его деятельностью, медведи чувствуют себя в безопасности. Это позволяет им укрепить свою популяцию и адаптироваться к новым условиям. Чернобыльская зона отчуждения, вопреки всем ожиданиям, стала удивительным примером возрождения дикой природы. Безусловно, радиация повлияла на внешний вид и состояние животных. Однако, кроме негативных последствий, связанных со здоровьем, мы видим и то, как особи смогли адаптироваться под новые условия. Наблюдая за этим, мы можем вдохновиться силой природы и задуматься о том, как важно оставлять ей пространство для роста. А для вас у меня есть интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.